Я не испытываю никакой-то ненависти, ничего, не обиды, ничего такого. Я считаю, что просто мы сами допустили вот это вот своим равнодушием. Столько лет мы это все пропускали мимо себя. И, в общем-то, результат и такой и получили. Очень важно, что мы увидели, сколько нас много, да, сколько много людей, которые поддерживают нормальные человеческие ценности. Да, тревожно. Я в безопасности себя вообще не чувствуешь, по большому счету. И когда эти репрессии просто еще усиливаются и усиливаются, когда эти базы уже созданы, тех, кого несколько раз задерживали, в общем-то, и родители очень переживают, поэтому тоже накручивают меня постоянно. Очень переживают за меня, но полностью поддерживают. Но я думаю, в первую очередь, конечно, коронавирус сыграл свою роль. Эти заявления просто нашего президента унижительные просто о людях, полное обесценивание вообще человеческой жизни. Это стало для меня, наверное, таким триггером, да. Ну и потом, когда, скажем, на арену вышли Бабарика, Тихановский и все прочие, они, конечно, очень сильно мотивировали своими словами. То, что да, нам нужны перемены наконец-то уже скорее. Такого страха вообще еще у людей не было. Никто не думал, что это вот так вот может обернуться таким насилием, таким садизмом. И 9 августа я была наблюдательницей на избирательном участке. И я не думала, что меня заберут прямо оттуда. Вот. И столько людей там было. Вообще настроение у всех было прекрасное, потому что у всех были надежды. И примерно от 5 часов вечера приезжает отряд ОМОНа на участок, и меня забирают. И отвозят сразу на Крестину. И к вечеру, вот 9 августа, уже камера переполнилась, уже у нас было в 6-местной 13 человек. И потом вечером стали привозить мужчин. И, конечно, началось эти крики, избиения. Уже стало понятно, что ситуация вообще ненормальная. Страшнее всего было, конечно, когда вот нас 13 человек из нашей камеры повели в другую камеру. Это была 4-местная камера. И вот нас открывают дверь в эту камеру, и она уже вся заполнена девушками просто под завязку. Там везде они были, там на нарах, на столе, под столом. Там уже не было воздуха вообще. И вот вы заходите туда, и там нечем дышать. И там нет места просто, чтобы где-то разместиться. И вот в таких условиях мы где-то, наверное, около 2 суток провели. И при этом слышны крики, избиения на коридоре, где-то на улице. Ну, жуткое было, конечно, время. Мне было тяжело. У меня были панические атаки, прям очень серьезные. Доходило до того, что я просто переставала там чувствовать свои конечности, потому что очень сильный прилив адреналина был. Вот. Но, конечно, очень была сильная поддержка в камере. Просто девушки все друг друга очень поддерживали. Бесконечно им тоже за это благодарна. Выводили подписывать протоколы на 2-е сутки 10 августа. И они, причем, их не давали читать толком. Но все-таки я смогла прочесть, что у меня было написано, что меня задержали в районе проспекта Победителей во время участия в несанкционированном митинге, когда я там выкрикивала лозунги «Свободу Статкевичу», «Свободу Тихановскому». Вот. И вот этот протокол просили подписать, я не согласилась. 11 августа состоялись суды, причем у меня 2 суда состоялось по одному и тому же протоколу, потому что у них там какой-то хаос был, неразбериха с документами. Сначала меня судил суд Московского района, 15 суток дали, а где-то через час после этого суда суд Фрунзенского дал 4 суток. Когда вот мужчин судили, их судили прямо, нас, девушек, еще заводили в кабинеты, а их судили прямо на коридоре. И они стояли там полураздетые, все побитые, их судили. Наверняка там были обвинительные постановления. Вот это, конечно, то, что судьи такое способны, это тоже шокирует меня до сих пор. Было даже в Жодино один человек, который действительно был за нас. Он
говорил нам, что вроде переможем, нам, вот. Но это был один-единственный человек. Но вообще, в основном, они все, конечно, просто деформированы как-то умственно, я не знаю, у них гуманистических ценностей вообще не наблюдается. После того, что произошло, просто нельзя вернуться к тому, что было. Ну, то есть ты меняешься, такие события тебя меняют очень сильно. Нет, я ни разу вообще не жалела, честно говоря. Как бы, что произошло, то произошло, и из любого события можно какой-то положительный опыт извлечь в любом случае. Пока все еще это в процессе изменения, и я не могу какой-то выделить конкретный итог, да. Но я считаю, что для меня лично, ну и для общества в целом, наверное, и для всех, этот опыт, хоть он был такой болезненный, трагический в каком-то смысле, но он положительные тоже какие-то перемены нам принес. То, что какие-то исчезли вот эти иллюзии нормальности нашего существования с таким государством садистским, да, что люди увидели цену, которую мы там платим за равнодушие. Мы увидели, какими мы можем быть, когда мы объединяемся, когда мы солидаризируемся друг с другом. То есть очень важно, что мы просто увидели, сколько нас много, да, сколько много людей, которые поддерживают нормальные человеческие ценности в этой стране. Бывает иногда, что я просыпаюсь посреди ночи, мне кажется, что я в камере все еще нахожусь. Слишком сильные эмоции, слишком сильное потрясение, чтобы это забыть. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то за это понес ответственность, в конце концов, чтобы эти люди были наказаны, и тогда станет проще просто восприниматься этой ситуацией. Мне так кажется.